Отшельница Агафья Лыкова не испугалась летящих обломков космической ракеты. Специалисты Роскосмоса и Хакасского заповедника все собрали и вывезли. Обломки космических ракет нашли на территории заповедника Хакасский, в том числе неподалеку от заимки, где живет знаменитая отшельница Агафья Лыкова. Сама Агафья Карповна никоим образом не пострадала, Бог миловал. Она к таким вещам относится спокойно. Ее задачей было доставить на орбиту 36 спутников связи британской компании ОНУЭБ. Запуск и весь полет с отделением разгонных блоков до вывода спутников на орбиту прошел в штатном режиме. Одна из отделившихся ступеней и упала в центре Якутии. Подпишись на канал и напиши свой комментарий, если было интересно. Еще летом 2019 года к ней на вертолете прилетали сотрудники заповедника и представители Роскосмоса. Предупредили, так и так, в скором времени с космодрома Байконур запустят космический аппарат. Отделяющиеся ступени ракеты-носителя могут рухнуть с высоты нескольких километров вниз, в горную тайгу. А заимка как раз находится в зоне возможного падения. Отшельнице предложили временно эвакуироваться на несколько дней. Но она тогда категорически отказалась выезжать куда-либо. С тех пор было запущено как минимум 8 ракет-носителей данного типа. В последний раз «Протон-М» унес очередную партию спутников бороздить просторы Вселенной 12 октября 2022 года. Отшельницу каждый раз предупреждали заранее об этом, но получают неизменный отказ уехать с родной земли. Агафья Карповна от эвакуации всегда отказывается, но специалистам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры «Сибирская отшельница» очень дорого, потому они всегда оставляют необходимые рекомендации по безопасности. Прилетая в гости на заимку, представители Ценки и МЧС привозят подарки, медикаменты, продукты и предметы, необходимые для жизни в суровом климате и удаленной локации, сообщает Роскосмос. Добавим, что при старте космических ракет с Байконура в расчетные районы падения отделившихся фрагментов входят Хакасия, заимка Лыковых в заповеднике Хакасский и федеральный заказник Позырым, Тува и Якутия. Как рассказал руководитель заповедника Виктор Непомнящий, специалисты Ценки проводят мониторинг отделившихся фрагментов, фиксируют координаты с фото и вносят их в единую базу. Также каждый год госинспекторы заповедника проводят рейды по охраняемым территориям. Так что каждый кусок на учете. В октябре этого года занялись очисткой территорий. Некоторые крупные части достигали 8 метров, их распиливали, чтобы удобнее было транспортировать. Все вывозили на вертолетах, понадобилось 6 рейсов. Эвакуировали фрагменты обломки обечаек-баков, двигательные установки ускорителя 2 ступени и створок пусков разных лет, максимальных размеров не более 1,5 М. Там, где были найдены куски протона М, специалисты брали пробы почвы и воды для экологического мониторинга. И сразу же еще один интересный факт о летящих с неба объектах. Нашли кусок космической ракеты и заболели, Минэкологии Якутии назвала фейком слухи о проблемах с упавшим обломком. Фрагмент ракеты-носителя, да, был, но никто из-за него не пострадал. Нашли кусок космической ракеты, и все заболели, примерно такие страшилки появились в якутских социальных сетях несколько дней назад. Будто бы жители села Сибянкуйль-Кобяйского района, центра Якутии, отправились искать фрагмент, который отвалился от космической ракеты-носителя, и после этого получили сильное отравление. Местные жители тут же стали обсуждать это, многие приняли информацию на веру. Но насколько она соответствует действительности? Министерство экологии Республики Саха, Якутия, назвало слухи фейком. Минздрав тоже провел проверку и внезапно заболевших не обнаружил. Я сама лично принимала участие в поиске фрагментов, остальные жители поселка не участвовали в данной операции. На сегодняшний день заболевших людей в наследии нет. Просьба не распространять ложную информацию, прокомментировала информацию глава села Сибянкуйль Таисия Кемединова. Добавим, что речь идет о фрагменте ракеты-носителя «Союз-2.1Б».
18 декабря он стартовал с космодрома «Восточный» в 15 часов 26 минут по московскому времени.